Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, садоводы и огородники. В этом видео я вам расскажу об одном агроприеме, который позволяет очень сильно увеличить урожайность смородины, крыжовника, жимолости. Очень простой прием, может быть, многие о нем знают, но тем не менее я вам сегодня расскажу, как приготовить специальную смесь для опрыскивания. Она готовится из расчета 1 литр воды, и ее, в принципе, вот мне хватает на порядка 10 кустов смородины, крыжовника и жимолости. То есть очень маленький расход получается. Как ее сделать и что она готовится, я сейчас вам расскажу обязательно. Но сначала отвечу на вопрос, который мне часто задают мои друзья, а также мои подписчики в комментариях. Вот почему так происходит, что опадает зависть со смородиной, либо вообще вот смородина и крыжовник цветет, а ягод очень мало. Такое часто бывает, конечно, несколько причин на это существует. Я бы первую, самую причину назвал, это, конечно, совпадение периода цветения смородины, крыжовника, в том числе с затяжными дождями, когда просто не успевает пыльца хорошо переместиться с одного растения на другое, с одного цветочка на другое, и опыление, ухудшается. Также, завязываемости ягоды могут помешать вредители, например, та же тыля, которая уже в этот ранний период, когда вот сейчас, начало мая, в Московской области у нас начинает цвести смородина, сначала черная, потом цветная, белая, красная. Вот в этот период уже появляется тля, муравьи. В общем, вредители часто в этот период также нападают, что может также привести к тому, что смородина просто сбросит часть завязи. Ну и, конечно, среди рекомендаций, которые я вам также еще посоветую, чтобы вот у вас действительно было много смородины, крыжовника, обязательно выбирайте самые современные, устойчивые к болезням сорта. У них хорошая завязываемость ягод, несмотря на погоду. Старайтесь также посадить на своем участке сразу несколько растений. Несмотря на то, что смородина и крыжовник считаются у нас самоопыляемыми растениями, то есть им достаточно ветра, им не обязательно насекомые, чтобы произошло опыление ягод, чтобы завязались ягодки. Но тем не менее, все-таки если одно растение будет у вас в саду цвести и в дальнейшем плодоносить, а не 3, скажем так, то на этом одном растении просто будет не хватать ему опыления. Оно, конечно, ягодки будут, но в гораздо меньшем количестве. Вот. Если вы посадите рядышком еще 2-3 кустика, то у вас, естественно, и за счет числа и количества растений, конечно, урожайность увеличится, но и завязываемость ягод у вас кратно увеличится. Ягода будет больше с одного растения будете собирать, если их у вас будет расти несколько штук. Можно разных даже сортов. Выбирайте и сажайте современные сорта. Еще одна очень частая причина, когда смородина и крыжовник плохо завязываются и зависть опадает, желтеет, это, конечно, попадание и совпадение периода цветения смородины с сильными заморозками ночными, которые также случаются в том числе у нас в Московской области до конца мая. Могут быть сильные ночные заморозки, и этот период может совпасть с цветением смородины. И в этом случае, конечно, смородина и крыжовник могут потерять часть урожая, какие-то ягоды все-таки останутся, но, конечно, урожайности такой в этот год ждать не стоит. Поэтому сильное похолодание, бывает даже снег идет в тот период, когда цветет смородина, и такое бывает. И это, конечно, все приводит к тому, что урожайность сильно снижается. Поэтому вот эти самые главные, самые основные явления, которые могут привести к тому, что ягоды будет немного, либо зависть может осыпаться, там желтеют вот эти веточки плодовые, и они осыпаются. Какие-то ягодки бывают, но их бывает, как правило, мало при совпадении таких неблагоприятных явлений. Ну и, конечно, еще отсутствие опылителей, плохая экология.
это также влияет, несмотря на то, что, как я уже говорил, вот, допустим, смородине, оно ветроопыляемое растение, да, не обязательно там, что много пчел нужно, там, или шмелей, но все-таки, когда есть опылители, это благотворно влияет на количество завязи. Вот у меня, допустим, на участке часто прилетают шмели, пчелу я уже давно не видел, и вот благодаря еще помощи шмелей смородина у меня обычно хорошо всегда плодоносит. Я показывал уже неоднократно видео и крыжовник, и смородину. В общем, практически в любой год я получаю хороший урожай. Ну и как я уже обещал в начале видео, часто меня спрашивают, что а вот как, может быть, как-то помочь растениям повысить урожайность, завязываемость ягод, смородины и крыжовника, в том числе и жимолости, чем можно, может быть, их обработать, да? Есть такие препараты современные, это стимуляторы плодообразования. Сейчас я вам покажу. Вот любой производитель вам подойдет. Вот спросите пакетик со стимулятором плодообразования. Вот у меня вот такой препарат «Зависть», всем хорошо известный, я надеюсь. Я его недавно купил в магазине Fix Price, недорого. Вот. Это специальные вещества, которые стимулируют плодообразование, его улучшают. И вот в такие неблагоприятные моменты, о которых я вам уже рассказывал, это может послужить тем, что растение все-таки даст хороший урожай. Допустим, затяжные дожди, отсутствие ветра, ночные заморозки, отсутствие опылителей. Вот это все поспособствует тому, вот такие препараты, аналогичные любого абсолютно производителя, спросите в вашем садовом магазине, и вам обязательно подскажут. Приготовить такие растворы очень легко. Обычно 2 грамма препарата растворяются в 1 литре воды, но я вам подскажу еще один маленький секретик. Вот в этот раствор, в этот 1 литр этого раствора со стимулятором плодообразования я обязательно всегда добавляю еще 1 чайную ложечку меда. Все-таки мед, он привлекает опылителей, тех же шмелей, пчелок, благотворно сказывается на растениях. Поэтому я еще усиливаю этот состав чайной ложечкой меда. На 1 литр 1 чайная ложечка меда. И обязательно мед должен быть, конечно, хорошего качества, натуральный, проверенный. Это тоже играет важную роль, чтобы этот состав был наиболее эффективным. Такое опрыскивание проводится, как правило, либо в ранние утренние часы, либо вечером, как сейчас. Вот я снимаю видео, сейчас вечер, и я опрыскиваю свои растения, смородину, крыжовник сейчас уже цветет, также вот совпадает цветение крыжовника с цветением черной смородины. Все растения я стараюсь таким раствором обработать. Несмотря на то, что у меня все-таки много растений, у меня хорошая обычная опыляемость, но я чуть-чуть помогаю своим растениям и повышаю таким образом урожайность на смородине, крыжовнике и жимолости. Точно таким же раствором можно обработать и малину, тоже будет больше ягоды. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что данное видео было вам интересно, а самое главное полезно. Хороших вам урожаев!